Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как лечить отек вымени у коров. Отек вымени – это одна из самых часто встречаемых проблем в молочном животноводстве. Отек вымени возникает при многих заболеваниях, но чаще всего он встречается или перед отелом, или после него. Отек вымени возникает вследствие нарушения кровообращения и оттока лимфы. В принципе, некоторая отечность вымени – это нормальный физиологический процесс. Но если вымя отекает очень сильно, то это может привести к маститу, то есть к воспалению вымени. Другое опасное осложнение отека – это индурация вымени. Оно становится твердым, паренхима заменяется соединительно-тканной текстурой, корова становится низкоудойной и подлежит выбраковке. Отечность вымени появляется по разным причинам. Это могут способствовать как определенные болезни, например, токсикоз, болезни почек, заболевания сердца, так и отсутствие активного мациона коровы во время стельности. Но чаще всего сильный отек вымени возникает у коров, которые в последние недели стельности начинают подготавливать к большому молоку и перебарщивать с дачей концентрированных и сочных кормов. В большинстве случаев небольшой отек после отела может пройти и сам по себе в течение нескольких дней. Но если этот отек вызван неправильным кормлением, то в этом случае надо срочно принимать меры по его устранению. Перво-наперво надо скорректировать рацион коровы. Из рациона исключают молокогонные сочные корма, ограничивают концентраты, поваренную соль и высокопротеиновые добавки. Дают сено хорошего качества. При сильном отеке вымени даже соль-лизунец временно удаляет из кормушки, так как лишняя соль способствует задержке жидкости в вымени. Также ограничивают и потребление коровой воды. Очень желательно обеспечить корове мацион, но выпускать ее в общем стаде нежелательно. Чтобы не допустить застоя молока, который приводит к маститу, корову доят 5-8 раз. То есть необходимо регулярно освобождать вымя, чтобы его вес не увеличивался. Если вымя стало отекать до отела, его необходимо выдаивать только один раз в день. С выдаиванием до отела надо быть очень осторожным. Это допускается делать лишь в крайних случаях, так как полноценного молозива в таком случае вы уже не получите. Отек также связан с плохим кровообращением, поэтому в обязательном порядке корове для восстановления кровотока, а также лимфообращения делают массаж вымени. Процедуру проводят медленно и аккуратно, делая круговые движения от нижней части к основанию. Если вымя отвисает, его фиксируют поддерживающей повязкой. Весь смысл этих физиотерапевтических процедур заключается в том, чтобы усилить кровоток в молочной железе, тем самым улучшить отток жидкости в вымени. Если все те вышеперечисленные процедуры, коррекция рациона и физиотерапевтические процедуры не помогают, то тогда прибегают к медикаментозному лечению. Применяют препараты, способствующие удалению жидкости из организма и налаживанию работы сердца. Медикаментозное лечение включает в себя применение сердечных и мочегонных препаратов, а также слабительных средств. Раствор хлорида кальция или кальция глюконата уводит корове внутривенно в количестве 100-150 мл. Эти препараты также обладают антиаллергическим действием и повышают свертываемость крови, препятствуя выпотеванию ее компонентов сквозь капилляры. Подкожно применяют кофеинобензат натрия 20% до 20 мл. Нормализация работы миокарда способствует усилению скорости кровотока, выводу из молочной железы избытка жидкости. Если проблема с излишней жидкостью в организме коровы не решается, то тогда однократно перорально дают слабительные препараты, которые выводят жидкость с организма. Это глауберовая соль 200 грамм, карловарская соль 20 грамм, касторовое масло до 150 мл. Также можно давать внутрь облепиховое масло. Хорошим мочегонным действием обладает растительные отвары березовых почек или хвоща полевого. Хочу отметить, что пойло должно быть теплым. Если корова отказывается принимать отвар, значит он слишком горький. Необходимо учитывать концентрацию. Если нужно, надо разбавлять теплой кипяченой водой. Отек быстро рассасывается, если применять наряду с перечисленными методами лечения утепляющие компрессы и припарки на основе парафина. Также при отеке вымени применяются различные мази, которые обладают стимулирующим местное кровообращение действием. Это и мазь лейкосептал, и масло комфортное, и мазь вишневская, и ихтиоловая мазь. Все это старые, хорошо зарекомендовавшие себя препараты. Но у многих из них есть один недостаток. Они придают молоку неприятный привкус, а поэтому они имеют ограниченное действие. Сейчас уже появились новые препараты, которые намного эффективнее тех, которых я назвал выше. Их эффективность обусловлена тем, что в их составе есть вещества, которые обладают не только местным действием, а и проникающим, и действующих на более глубокие слои вымени. К таким препаратам можно отнести мазь регифен. Она помогает снять отек и
предотвратить развитие воспалительного процесса. Активные компоненты мази, такие как фенилбутазон, алюминий дубильно-кислый, снижают порозность капилляров, оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие. Также для снятия отека вымени прекрасно себя зарекомендовали такие мази, как дибулястин, дек, дибутин. Также можно применять мази на основе диклофенака. Если отек сильный и все вышеуказанные меры не оказывают желаемого эффекта, то тогда можно применить дексаметазон. Его можно вводить внутривенно и внутримышечно. Доза 10-12 мл на 400 кг массы коровы. Если корова большая и весит больше 600 кг, то в таком случае допускается введение и до 15 мл препарата. Дексаметазон действует очень быстро и сильный отек спадает буквально в течение суток. Следует помнить, что молоко в пищу людям разрешается только через 48 часов после последнего введения препарата. И еще следует помнить, что введение дексаметазона снижает иммунитет у коровы. Снижение иммунитета это всегда нежелательно, но особенно нежелательно это в послеотельный период. А отек вымени как раз и возникает после отела. Но эффективность препарата при снятии отека, как я уже сказал, очень высокая. Очень многие и ветврачи, и владельцы, зная это, не хотят заморачиваться на традиционных подходах к снятию отека, так как применение дексаметазона проще и эффект наступает в течение суток. Но я бы рекомендовал применять дексаметазон все же в последнюю очередь, когда уже ничего не помогает. Тем более, что и степени отечности вымени тоже бывают разными. Зачем же сразу начинать с такого сильного препарата? Лечение лечением, но следует помнить, что профилактические меры помогут избежать отека вымени у коровы. В первую очередь это правильное кормление стельных коров на заключительном этапе стельности и организация активного мациона стельных коров. Обеспечение надлежащих условий содержания коров в чистоте, в тепле, на сухой подстилке это по умолчанию. Точно так же это касается и соблюдения санитарных норм при доении. Вот и все, что касается лечения и профилактики отека вымени у коров после отела. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!